Девчата, привет! Сегодня у нас нестандартный мастер-класс, потому что будем плести с вами вот такие вот шнурочки, цепочки для кулонов. Точнее, я бы сказала не плести, а вязать, потому что вязать мы это будем на крючке, и сама техника тоже взята из вязания. Вообще все началось с того, что мне поступил заказ на серьги и кулон должен был быть именно на плетеном шнурке. И я просто голову сломала, как это можно сделать, потому что я не умею вязать совершенно. А в технике фривелите я могла бы сплести полуузлами, так, чтобы цепочка как бы закручивалась. Это такой, стандартный прием, такой классический. Но учитывая, что я использую тонкие нитки, она у меня закручивалась слишком часто и очень сильно царапалась при этом. Поэтому я сразу отмела этот вариант и стала думать, что же мне сделать. И вот так вот я нашла такой способ. Сейчас покажу, как я плету такую цепочку. Для работы нам понадобятся нитки. У меня нитки Sunbest, толщина 3 нити, цвет сильвер, серебро. Также крючок. Я взяла 0,5, можно потолще, тут тоже на ваше усмотрение. Ножницы, скрепка, замочек закручивающийся, вот такой вот. Я его покупала на Озоне, но они много где есть, такой вот. И разделительные бусины. Это такие металлические бусинки, которые используют в бижутерии для разделения между бусин основных или между камней. Вы можете взять, опять же, любые бусины, даже можно взять бисер. Но главное условие, чтобы эти бусинки помещались внутрь замочка. Вот так вот. И чтобы она оттуда не вываливалась, вот из-за вот этой дырочки. Все, если она у вас туда попала и не вываливается, значит все в порядке. Бусинка нам подходит. А цвет даже не важен, потому что она будет спрятана внутри, и ее не будет видно. И еще потребуется клей. Я использую вот такой вот Момент Профи. Плести мы будем прямо от катушки, поэтому нам даже не понадобится челнок. Не обращайте внимания, что она у меня такая потрепанная, она у меня просто упала, потом запуталась, и я ее с трудом разматывала, и в общем она у меня в таком аварийном теперь состоянии. Отступаем примерно 20 сантиметров нити. Дальше берем, наматываем ее на мизинец, так же, как если бы мы плели дугу. Те, кто умеют вязать, вяжите своим способом. Я знаю, вязальщицы, у них другая постановка рук. Такая постановка при вязании, естественно, неправильная. Это чисто фривелитешная история. Но я по-другому не умею, поэтому покажу, как есть. Если вы умеете вязать, то, конечно, ставьте руки так, как правильно. Берем крючок, вводим его под нить и поворачиваем вот таким образом. Получается петелька, и эту петельку мы зажимаем в пальцах и достаем крючок. Дальше крючок вводим с другой стороны, подцепляем снизу вверх ниточку и достаем ее через петельку и затягиваем. Дальше снова вводим крючок снизу вверх под нить и вытаскиваем ее через петельку. Я зажимаю ее вот так вот пальцами и затягиваю. И дальше вот этим пальцем я регулирую размер петельки. Немножко ее уменьшаю, чтобы мне было удобно. И снова зацепляем, затягиваем, уменьшаем, зацепляем, затягиваем, уменьшаем, зацепляем, затягиваем, уменьшаем. И таким образом плетем. Получается вот такая вот косичка. У меня тут
очень тоненько, еще серебристые ниточки сливаются, но я думаю, видно. Вот такая вот косичка должна быть. И если вы, например, отвлеклись, вам нужно куда-то отойти, то можно эту петельку закрепить скрепкой, чтобы она не потерялась, чтобы она не размоталась, не расслоилась. Вот, я ее вот так вот прям затягиваю туго, и все, она у меня никуда не девается. Потом, когда прихожу, я ее вот так вот отодвигаю и продолжаю вязать. Но смотрите, чтобы у вас нить, вот эта вот нижняя, она ходила вот так вот туда-сюда. Именно нижняя, а не верхняя, потому что она иногда меняется местами. То есть вы можете прийти и крючок, например, вот так вот взять. И тогда у вас здесь будет перекрут. А чтобы у нас косичка была ровным таким полотном, ровной полосочкой, то нужно плести все на одной стороне. Поэтому пришли, вот так вот проверяем. Ага, нижняя ниточка ходит, все, значит можно плести дальше. И я не считаю, сколько петлей я сделала, я просто смотрю по сантиметровой ленте ровно столько, сколько мне нужно по длине. Я проплела цепочку. Мне нужно сделать 65 сантиметров в длину, поэтому у меня здесь примерно 65. И сейчас я прикреплю на этот кончик замочек, разглажу эту цепочку, и уже тогда будет ясно, нужно ли доплести еще, или уже можно крепить замочек с другой стороны. Поэтому мы пока берем кончик, с которого начинали, вот мы оставляли 20 сантиметров, вдеваем в него иголочку, берем половинку замочка, вставляем иголку вот с этого конца, дальше берем бусинку, и пришиваем эту бусинку к кончику. Так, теперь еще раз проходим иголочкой. И еще раз. Вот, я пропустила нить 3 раза, и теперь можно завязать узелок. Вот такой вот узелок у нас получился. И мы обрезаем нить. Нитки я никак не прячу, потому что они сейчас спрячутся у нас в самом замочке. Теперь капаем капельку клея на этот шарик. И подвигаем к нему замочек.
Вот шарик получился внутри. И чтобы его еще больше там закрепить, я капаю немножечко на зубочистку, капельку. И промазываю ей внутри, чтобы он точно наверняка приклеился. Теперь я эту цепочку буду проглаживать, чтобы выяснить, какая длина получилась, и измерю от самой крайней точки до моей скрепки. Я постараюсь прогладить таким образом, чтобы все перекрученные части выправить в одну линию. И после разглаживания я снова проверяю длину. И всегда, каждый раз она становится гораздо меньше. Например, до этого у меня было 65, сейчас уже показывает 60 сантиметров. Видимо, при глажке нитки немножко усаживаются. Поэтому сейчас будем доплетать еще 5 сантиметров и крепить вторую часть замочка. У нас уже стемнело, пришлось включить свет. Я доплела оставшуюся длину. Теперь убираю скрепку, обрезаю также сантиметров 20-15 нити и продеваю ее в петельку. И прежде чем закреплять второй кончик второй половинкой замочка, нам нужно на цепочку надеть бейл. То есть вот таким вот образом. Бейл — это часть, на которую будет крепиться кулон. Потому что в этот бейл не проходит, если вы сделаете, например, цепочку от и до, то его потом будет не одеть, потому что эта часть очень широкая, и она просто не войдет. Если только у вас не съемный бейл вот такого вот плана, который можно отогнуть и в любой момент одеть или снять на цепочку. Но вот этот, допустим, неразъемный, его придется сразу надевать. Но у меня задачи не было делать с бейлом, поэтому я его надевать не буду. И вторую половинку замочка мы крепим точно так же. Продеваем иголку вот в эту часть. Берем бусинку. Пришиваем ее. Потом вклеим ее в замочек. Делаем узелок.
обрезаем ниточку. Наносим капельку клея на нашу бусинку. И подвигаем внутрь замочка. Дополнительно еще проклеиваем с помощью зубочистки. И вот такая вот цепочка у нас получилась. Замочек у нас вот так вот закручивается. И плотно держится. Напишите в комментариях, как вам мастер-класс. Также буду очень рада вашим отметкам в соцсетях при публикации готовых работ. Очень будет интересно посмотреть, какие шнурочки у вас получились. И если вы хотите еще больше мастер-классов, то заходите на мой сайт moon-lace.ru. Буду всем очень рада. Ну а мы заканчиваем и до скорых встреч! Пока записывали мастер-класс, моя помощница утомилась и легла спать. Вот так вот непростое это дело мастер-классы для вас записывать.